Ребята, у меня тут торнадо, град. Дружба. Эй, оу. Ну-ка, вместе. О, не-не-не-не-не. Никакого наружу. Красота. Всем привет, друзья! В этом выпуске я покажу вам не только свой вэн, как он устроен, об этом вы можете посмотреть по видео в ссылках ниже в описании. Я покажу вам реально красивые места штата Висконсин, где я провел уже месяц, и очень много всего интересного со мной произошло, и будут некоторые происшествия, которые тоже вы увидите. Мы с вами поплаваем, покатаемся, паромим, и много всего другого произойдет. Но прежде чем я начну свою историю, я хотел всем вам сказать огромное спасибо. За первые 2 выпуска я получил кучу просмотров, очень большое количество отзывов, лайков, подписок. Я буду учитывать все ваши мнения, чтобы сделать эти эпизоды еще интересней. Для тех, кто смотрит мой канал и мои видео в первый раз и меня еще не знает, вам особенный привет. Меня зовут Вано, я из Беларуси. 20 лет проработав в офисе, я продал все свои дела, купил вэн и теперь хочу путешествовать по США, проводя каждый месяц в новом штате. Ну что, готовы к приключениям? Тогда погнали! Нахожусь я в городишке под названием Ла-Кросс. Граничит он с Миннесотой, но туда мы пока не поедем, у меня еще планы на Висконсин остались. Граница эта пролегает по устью реки, самой известной в Америке, самой большой и длинной в Америке, описанной в романе Марка Твена и Денискиных рассказах «Река Миссисипи». Кстати, в Ла-Кросс, пока ты катаешься на велосипеде, можно не волноваться о протеине, о еде, потому что этого добра здесь навалом просто пока едешь. Таков был тотем, 6 или в 7, в среду или в 5 он вышел из дома, открыв свой вигвам навстречу ветрам. Путь свой начав со знакомого склона, когда падал снег, он использовал бег. Я слышал дождь, снимал мокасины, он шел лишь вперед, а где и что ждет, так ли уж важно, 40 лет с половиной он был рожден, чтобы бежать, он был А вот вечер рожден, на Миссисипи в ее чтобы широкой бежать. части. Смотрите, как она разливается прекрасно. И если кто-то захочет покататься на винтажном пароходике, то прямо здесь вот есть такая возможность. Было бы очень здорово покататься на нем, но не знаю, будет ли время. Я бы лучше, честно говоря, скупался в этой речке. Ни одно море, ни один океан, ни один крутой пляж не заменит вот этой вот чудной зеленой травы, этой замечательной прохлады и свежести, этого пения птиц, которых ты не получишь ни на одном этом голом, песчаном, жарком пляже. А совершенно рядом с Миссисипи есть вот такой вот замечательный парк дружбы народов. И тут 5 стран. Я так понимаю, Мами-Уата — это что-то африканское. И каждая страна вот какую-то свою экспозицию представляет. Как вы думаете, какой? Тут у нас водяное колесо. И это у нас, да, ирландский сад. Вот такая вот аист в хохломе. Мир, дружба. Не жвачка, нет. Просто мир,
Дружба. И тут у нас Дубна. Friendship. Дружба. Вот такая вот беседочка в русском стиле, потому что это русский парк. Русская часть парка. Вот тут так скромненько и написано. Russian Garden. А тут уже более подробно. Вот. Сестры, побратимы. Потому что, видимо, Дубна находится на Волге, а Лакросс на Миссисипи. Ну вот что-то похожее они нашли. Неожиданно вообще-то было встретить Дубну. Где-то вот неизвестно где. Вот такие вот гномики, очень скромненько. Норвегия. Норвежская культура. Какой-то вот чебурашка норвежский, без ушей. А на реке тем временем закат, зорька вечерняя, красота. Вот таким входом встречает нас этот дивный сад. И последний у нас вот тут, ну, Париж. Явно те не стали ничего выдумывать и сразу самую свою известную, значит, часть сюда и переместили. Ну и куда же в Париже без писающего мальчика? Собственно, вот он тоже представлен а-ля натюрель. Вот, а я со своим байком поеду кататься дальше. А еще у них в Миссисипи Лакросс цветет сирень. Вот такая вот обалденная. Почти как наш. Но наш все равно душистее. Полдень, и пара человек всего загорает, и больше никого вокруг. Хотя это не вся Миссисипи, это только ее один из оттоков, но вода та же самая. Поэтому сейчас мы ее испытаем. А водичка-то супер. Так, ну что, зайдем, омоемся водами этой благородной реки. Красота. Итак, вот он пляж, а вот и машина. Пора снова за обработку, за планирование маршрута в следующем городе. Starlink уже стоит, интернет есть, солнце, море, электричество unlimited, поэтому никаких отмазок больше. То, что-то там надо экономить, буду работать столько, сколько нужно, пока позволяет силы. Погнали вовнутрь. Ребята, у меня тут торнадо, град. Просто какая-то жесть вокруг. По-моему, мои стекла скоро треснут к хренам. Вот такие дела. Даже не знаю, куда спрятаться, потому что вот это поворот, ребят. Такого урагана я не встречал еще в жизни. Просто какая-то жесть. Ну что, погнали наружу? О, не-не-не-не-не. Никакого наружу. Вот просто невообразимое творится. Вот это поворот, друзья. Вот смотрите, какой град. Вот это ни хрена себе град. Вот такой вот град хреначит. Опа! Вот это дела. А вот мой вен. Все побито. Вот это дела. У-у-у! Красота! Куда спрятаться? Хрен его знает. Вокруг просто шторм. Шторм вокруг. Настоящий. Все. Хренатит
Лишь бы не по голове. Ладно, я пошел внутрь. Ехать куда-то уже бесполезно, поэтому я просто отрубил все электричество, включил фонарик, чтобы проводка не сгорела, и пью чай. Вкусный чай, кстати. Из Японии, горы Фудзи, подножья. Сам там покупал. Короче, в любой непонятной ситуации, как это, лучше не поддаваться панике и просто расслабиться, потому что вот от тебя уже ничего не зависит. Как пойдет. Единственное, что переживаю, что побьют все солнечные панели градом. Вэн шатает просто как, я не знаю, как будто легковушка со всех сторон. Какой-то жесть. Какая-то просто жесть. И сейчас она начинается снова. Ух! Карусели. Похоже, раунд 2 пошел с градом. Слышите? Кошмар. Ну, похоже, все закончилось. И даже выглядит достаточно мило. Вот посмотрите, как все стало вдруг спокойно, тихо, как будто ничего и не было. Осталось только проверить, что осталось от моих солнечных батарей. Поэтому давайте глянем. Погнали наверх. Микротрещины, как в этом стекле, которое специально колотят. И тут даже вот одна вмятина. Вот вторая. Третья. В общем, стекло приняло весь этот удар на себя. Надеюсь, на рабочих свойствах оно не должно сильно сказаться. Но все равно нехорошо. Радует, что остальные панели, на удивление, выдержали. Вот еще один потерпевший. Мое вентиляционное отверстие прямо разбомбило в хлам. Просто в хлам. Даже удивительно чем, потому что оно же боковое. Оно же не сверху. Но посмотрите, что с ним случилось. Придется как-то искать, где менять, что менять. Это, конечно, никуда не годится. Ну и так, елки-палки и иголки по всему периметру. Вот и на морде тоже все волосатое. Но выдержал, старичок. Выдержал. Ну что, зато помылся. Сейчас эти иголки сдует и будет чистенький вэн. Покоцанный, но чистенький. Тут по соседству сирень тоже. Такая она прям красивая вся. Немножко буду сейчас успокаиваться. Так, сейчас подъезжаю к озеру, которое называется на индейском Кич-Ити-Кипи. Переводится как Spring Lake, то есть родниковое озеро. То есть вся вода поступает из грунтовых подводных вод. И из этого озера очень, говорят, прозрачное. Классно вообще видно все в нем. Но при этом оно закрыто для купания, закрыто для любых видов транспорта, каяков, каноэ и так далее. То есть его пытаются сохранить максимально нетронутым, чтобы не попали туда бактерии всякие и осталось оно чистым. Так что вот сейчас я прям туда уже подъезжаю. 8 утра. Самое лучшее время для съемки и отсутствие полностью каких-либо других туристов. Вот я припарковался, и дорога идет к озеру. Сейчас мы по ней прогуляемся. Может быть, даже поснимаем кого-нибудь. Вы только посмотрите на эту воду, изумрудная. Значит, вот этот вот паром посередине, его можно самому вручную залазить на него и перетягивать канатом с одного конца на другой. Никого вокруг нету, ни рейнджеров, ни посетителей. Одни инструкции вот оставили, и все, и делай сам, что хочешь. Значит, открываем гейт, проходим на паром. На пароме еще один гейт. Закрываем. И вот даны инструкции, что делать.
Значит, чтобы пользоваться рафтом, нужно сначала вот эту вот маленькую защелку выдвинуть и потом подвинуть большой уже рычаг в другую сторону, и он поплывет. А вот, собственно, и колесо, которым двигать. И теперь все, что нужно, это крутим колесо, и тяжело оно идет. Эй, оу. Нога вместе. Как там вид? Посмотрим. Тут уже снова все прозрачно. Рыб нету что-то. Где все рыбы? А что здесь творится? Ух ты, а здесь уже глубоко. И видите, там внизу вода пробивается снизу и мутит песок. Ключи, за счет которых озеро есть такое прозрачное. Ребята, а вот и рыбы. Смотрим. Вот это дела. Здоровенные. Язь, наверное, язь. Кто ж тут еще может водиться? Да, я понимаю паромщиков теперь. Нелегкий это труд. Вот весь день вот так вот корячиться. Но зато можно в тренажерку не ходить. Вот эта удочка притаилась, меня ждет. Сейчас ты одна уже сезон. Где твоя? Или ты это от жены отдыхаешь? Итак, заказал я себе на замену этой решетки новую. Сначала открутим старую решетку. Это отверстие, оно нужно для пропанового холодильника, чтобы когда горит газ, все это тепло там не скапливалось, а выходило лишнее наружу. Подходит практически идеально. Так, с большего я очистил, теперь ацетончиком пройдемся. И лишние гадости берем. Так, теперь придется просверлить новые дырочки, потому что она немножко меньше, чем старая. Раз. Теперь сажаем все это дело на герметик. Вот сюда. И пробуем закрыть. Так, аккуратненько. На этот раз уже вручную, потому что батарейка села. Теперь вот эти вот дырочки я тоже засиликоню, чтобы туда влага не попадала в корпус. Раз, два, три, 5. Так, раз. Ну, вот такая в итоге получилась работа. Оно еще подсохнет. Это потом можно будет удалить лишнее. Я не хочу их, это старое, отдирать, потому что вместе с ними я боюсь это драть и краску, и тогда пойдет ржавчина. Поэтому оставлю так. Главное, что она функционирует и работает. И тепло идет. Так что все готово. Вот, похайкал. Сейчас можно приготовить себе чаю. Давай, родной, пой. Вот так. Паровоз. А сейчас время ужина. На ужин что мы будем есть? Ну все, я уже себя на вы. Привет. Побалуем себя сегодня яйцами. Деликатес. Достаю дубликаты бесценного груза. 2 десятка. Было когда-то 2 десятка, осталось уже 1,5. Куриная грудка. Маслица оливковая. 2 яйца. Больше не заслужил сегодня. Не заработал. Мало ходил. Мало гулял. Скутером 1 раз воспользовался. Да, годится. На корочке можно чуть побольше. Запах. Снаружи лес, хвойные деревья. Вот это вот какой-то запах ранней весны. Но тут на самом деле ранняя весна. Я раннюю весну встретил только месяц назад у себя в штате. И уже потихоньку перестроился на лето. А сейчас я 2-й раз встречаю. Вечная весна.
Как там в песне? В одиночной камере, о. Ну, прям про меня. Все, сейчас это будет готово. Возьму-ка я положу сверху сыра. Пару кусочков, он растопится. И будет такая обалдежная. Вот так. Вот, значит, такое меня ждет. Очень скоро будет готово. Так, а пока можно налить чайку. Любимую кружку. О, красота. Итак, раз, два, три. Все мы положили. Вуаля. Ну, с Богом. Держаться буду берега, чтобы, если что, всегда можно было причалить. Вот только что ко мне подъехал коп, а я шел просто по улице и фотографировал. Осталось дождаться, пока отсосется все масло. Вот оно, отмывание денег.